Здравствуйте, дорогие друзья, рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу познакомить вас с человеком, который выращивает растения уже достаточно давно, имеет большой опыт, зовут его Михаил. И сейчас Миша проведет экскурсию по теплицам и расскажет, как и что он выращивает. Я думаю, это видео будет многим из вас полезным. Какие томаты выращиваете в этой теплице? В этой теплице у нас два гибрида полудета от компании Сингента. Это Капанет и Деванет. Справа индеты, то есть высокорослые. Это Барибин, такой шарик. И дальше розовый их Малдуа следующий. Вот это Барибин у вас, да? Да, вот это Барибин. Я в этом году тоже в своей теплице выращиваю Барибин, но у меня еще зеленый. Я посеял в феврале, 6 февраля. Какого числа вы посеяли? Посев томата был 5 января. Высадка в эту теплицу была 22-23 февраля. 45-47 дневной рассадой. Угу. Вы уже собрали здесь первую, вторую кисть, да? Да, первую, вторую кисть, ну так как у нас проводили семинар, поэтому долго висела, но по сути первую кисть мы могли уже собирать где-то числа 12-15 мая. Угу. Используете такие клипсы для... Кистедержатели, да. Кистедержатели. Клипсы у нас вот вверху, которые поддерживают уже непосредственно само растение, потому что это не огурец, он не крутится уже под самым верхом, легко ломается, поэтому вверху... Используете вот такие клипсы, да? Да. А на кистях самих это кистедержатели. Вот, для того, что немножко в этой теплице мало света, так бы сказать, в феврале месяце было. Растения немножко тянулись, кисть была под острым углом. И, соответственно, при нагрузке она могла передавливаться. А чего вообще, Миша, вопросы такие зрители часто задают, кисть ломается, заламывается. Почему такое происходит? Заламывается это за счет того, что по мере ее роста недостаток света, из-за этого кисть растет вверх. То есть как бы вытягивается. И по мере нагрузки... кисть растет вот так? Да, ну цветет. Фазу цветения. До цветения она вытягивается, потом наливаются плоды, ну, удлиняется вот эта ножка. Из-за этого, из-за того, что она растет под острым углом. Затем набирается масса и резкий происходит. Резкий перелом вот здесь. И, соответственно, хуже начинается отток, и плоды не набирают нужной массы. Либо вообще не нарастут, либо у них хуже. Для этого поэтому помогает в таких ситуациях кистедержатели. То есть у нас в этой теплице вот такая проблема была, поэтому мы ее решали кистям, но их нужно вешать на стадии цветения, вот только начало цветения. Потому что, когда уже утолщается, мы травмируем самой клипсой ножку, плодоножку вот эту. Миша, и пока мы еще здесь вот рядом, расскажи, пожалуйста, вот трубки у вас такие интересные лежат по земле, да? Да, здесь у нас в этой теплице первый год у нас отопление, поэтому это у нас трубка отопления. Угу. Вот. И котельная у вас есть? Да, есть отдельная котельня, которая топим, получается. Это первый год опыт, по сути. В прошлом году без отопления мы выращивали, весной высаживались. В этом году решили 2 оборота, поэтому с отоплением, поэтому уже в феврале высаживали. То есть и на каждый ряд идет наземное отопление, по сути, то есть, да? Оно, по сути, греет и воздух. Но первая это функция нагреть землю в районе корня высадка, то есть даже не на глубину, а хотя бы глубину горшка прогреть сантиметров 10. Я смотрю, горшок у вас крупный был, большой, да? Пол-литра, 0,55. В пол-литровом горшке То есть выращивали в 160-й кассете рассаду. Через 20... Да, посев был в 160-ю кассету. Через 25-26 дней сделали перевалку в горшки. А по схеме расскажи, пожалуйста, сколько между рядами? Здесь схема широкая, междурядье у нас 1,30 м. Вот это междурядье у вас 1,30 м, да? Да, проход. И между двумя спаренными рядами 50 сантиметров. Друзья, в 2 строки выращивают, и междурядье вот такой. Крайний ряд один, он одиночный. Как защитка получается. Защита в смысле? В том формате, что там наиболее неблагоприятные условия. То есть холод, зимнее время, летом более солнечные, жаркие, то есть край. Крайний ряд всегда страдает, да. Это такое дело. А скажи, вот это что у вас застелено? Это у нас агроткань. В этом году она выполняет несколько функций. Первое – это борьба с сорняками в широких междурядьях, чтобы не делать прополки, потому что мы стараемся придерживаться севооборота в теплице. В прошлом году здесь был огурец, сейчас томат, на следующий оборот
что-то другое будем планировать. Мгм. Вот, поэтому междурядье и схема высадки может в теплице меняться. Зачастую люди выращивают в одной схеме постоянно каждый год. Но у нас разные схемы, поэтому нам нужно зачищать от сорняков. Поэтому защита от сорняков. Плюс в зимнее время быстрее почва прогревается. И не так быстро дает почва тепло в ночное время, в зимнее время. Ага, вот, Вот. функция вот этой ткани, да? Ну и, конечно же, все-таки эстетику никто не отменял, когда удобно. Красиво, очень. Не по земле, по мокрой грязи ходить. И удобно. красиво, технологично. И это, да. Я смотрю, у вас вот ну, да, вот достигла шпалерной проволоки, да? Да, И расскажи, что вот покажи, пожалуйста, наглядно. Вот, ну, зачастую люди прищипывают. Ну, Ага. то есть дорастает до шпалеры, формируют 7-8 кистей у растения. Это у нас полудет, это индеты, это высокорослые. Но... барибин, да? Нет, да, это барибин. Но так как у нас первый оборот на стадии рассады мало света было, пасмурные дни, первая кисть высоко заложилась, соответственно, последующие уже, то есть у нас до шпалеры всего 5-6 кистей. Ага. И хотелось бы 7-ю, 8-ю, то для того, чтобы сразу не прищипывать, мы верхушку Вы наклоняли. немножко наклонили верхушку, Да, и крепили клипсами. закрепили вот клипсами. Вот. И по сути вот туда получается 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я. За счет такого нехитрого агроприема увеличили, ну вот такая проблема была, зимнее выращивание, да, и, друзья, вы видите, что в этой теплице нет освещения дополнительного, искусственного. Понятное дело, в феврале месяце для высаженной рассады освещения явно не хватало, поэтому первая кисть заложилась, да? То есть Закладка даже высокая. не сколько здесь, а еще на стадии рассады уже ей мало света было, поэтому уж свет очень влияет на закладку первой кисти в самой рассадине. То есть этот гибрид может заложить после 7-го листа, а у нас получился 8-й, 9-й лист. Вот можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 листов было до первой кисти. Но этот гибрид может после 6-й, 7-й уже закладывать первую кисть. Барибин, да? Да. А вот это у вас Молдова, ты Да, говоришь, это да? розовые. Молдова, компания Красавец. Сингента. Сколько вес плода? Ну, грамм где-то до, ну вот именно конкретно 300, это 300, 300 наверное. будет, да. 300 будет. Мы тоже выращиваем в этом году Молдова, кстати, но еще зеленый. Зеленый. У вас мощные Ну, растения. по срокам получается разница. Да, по поэтому, срокам. Поздно посеяли. Если бы мы позже сеялись, то Проветривание у вас проводится вот торцы, да? торцевые верхние фрамуги, есть нижние боковые, но пока не открываем, потому что еще нет тех летних высоких температур. Да. И не хотелось бы пока еще поймать сюда трипса, клеща и так далее с улицы, занести ветром. Расскажи, пожалуйста, еще такой момент. Вот по поливам. Вот ты вообще отвечаешь в этой теплице за все. Да. За проведение За принятие подкорма. решения подкормок, по защите, по обработкам, по технологическим операциям. Поэтому... Все, что делалось с этими томатами, друзья, ну еще так немножко, Миша, он скромный человек, ну, чтобы вы понимали, что этот человек действительно принимал все решения для того, чтобы выращивался вот такой вот урожай, вот такие томаты. Ну, это уже 4-я, наверное, 3-я кисть, да? Где-то у вас шмелей я видел Да, в дальше теплице. по Пройдем, посмотрим сейчас, как используется, ну, можно сказать, это промышленная теплица, но на самом деле... Вот в наших краях, сейчас я нахожусь в 500 километрах от дома, приехал по приглашению к ребятам. Но, друзья, вот смотрите, красота, да, какая? Такие теплицы по размеру у наших станичников это не редкость. Ну, вот технологии надо соблюдать по-любому, чтобы выращивать такую красоту. Вот они, шмели. Специальная подставочка. Расскажи, пожалуйста, что, откуда, для чего? Шмели. Шмели нужны для опыления томата. Особенно для первого оборота в зимнее время, когда влажно, сыро, холодно в теплице. Пыльца влажная, она плохо опыляется. Соответственно, у людей многих проблема с тем, что первая кисть хуже завязывается. То есть вместо там 5-6 полноценных плодов, зачастую 3-4 может завязаться, и вплоть до 1 даже. Вот, поэтому люди применяют либо химическое туканье, либо биологическое при помощи шмелей. Плюс шмелей в том, это у нас шмели от компании Коперт, голландские. Вот, представители у нас в Украине это компания Росана, вот, и Елена Болтовская. Плюс у них в чем?
по сравнению с пчелами, с другими насекомыми опылителями, это в том, что Хоботок длиннее, да? Нет, Нет? шмель начинает летать при плюс 6, плюс 8 градусах. То есть ни одна пчела в такое время не летает. Даже если взять позднее весеннее, грубо говоря, весну, то все-таки шмель, даже если не брать для зимнего выращивания, а даже вот весенний, то шмель все-таки лучше, потому что он при низких температурах уже работает. Он подлетает, кусает, собирает пыльцу с цветочка и, соответственно, производит стопроцентное запыление. То есть на такую теплицу, вот такой маленький смарт-улик, они есть большие, вот, но нам-то достаточно для такой теплицы. И сколько? Один улик, да? На теплицу? Один улик, да. Ну, на площадь, на 4 сотки с головой его хватает. Даже на маленькую, где 2 сотки, его тоже хватает. Хотя в зимнее время видно, что им не хватает еще цвета. А что это у вас желтенькое, вот я вижу? Это тоже от компании Коперт липкие ловушки. То есть здесь они больше с целью мониторинга. То есть они могут выполнять функцию и защитную в том формате отлова насекомых-вредителей, то есть грибных комариков, трипсов, мушек разных. На них? Ну, в основном это комарик, который от влаги, он, получается, откладывает яйцо в влажную почву, он любит влагу, и личинка, червячочек такой, он может повреждать корневую систему. Ну это грибной комарик. Да. Да, то есть то, что может рассаде вредит, да, он да, в основном, да? Ну, большим растениям он уже не вредит, но тем не менее лучше его отлавливать, потому что иногда... А чем вы с ним боретесь, кстати, на рассаде? Если появляется? Не допуская переувлажнения кассет. Элементарно, просто, понимаете, иногда даже, можно применять и инсектициды какие-нибудь, да. Типа акторы, да? Вот многие проливают. Системного действия, либо же какого-нибудь фосорганика, там, я не знаю, актелик можно тоже, он и фумигантное немножко действие оказывает, но элементарно с ним бороться именно, это не такой агрессивный вредитель, но тем не менее просто не допуская переливов. А если уже личинка пошла? Ну тогда пролить. Однозначно инсектициды нужны. Пролить, да? Да, проливать. Это температура на данный момент, да? Да, но это на уровне, соответственно, шпалеры. Да, ниже это... тут на несколько градусов будет, ниже на уровне высокий первых кистей. Уровень, 29,8. Ну солнце вышло как раз, сейчас солнце 12 парит. Дня, обед. Капец. Вот, кстати, у нас еще здесь. Да, в большой теплице это такая у нас есть фрамуга. Проветривание такое автоматизированное. Да. А что вот это красное у вас? Вот. Ну и еще одна, это туты абсолюты на томатах. Вредитель есть такой, бабочка, моль, которая, это получается феромон, ловушка. Если там липкая ловушка, на которую слетаются тля и так далее, то здесь внутри находится феромон, который приманивает самцом в бабочки туты абсолюты, это томатная моль. И бабочки падают в воду, ну и, соответственно, погибают. И не успевают оплодотворить самку, и, соответственно, она не отложит яйцо и не повредит нам листовой аппарат и плоды. Ну, у вас, я смотрю, пока ничего не поймал. Нет, у нас как бы такой проблемы нет, но мне важно мониторить и вовремя выявить вредителя, чтобы он не появился в теплице. То есть уже, если он появится, то я буду знать, что мне уже какие-то более серьезные меры предпринимать нужно. Миша, а это у вас капонет, я смотрю, полувысокорослый, но он у вас такой не совсем низкий, да? Ну, правильный подход в питании, соответственно, и... А, кстати, о питании. Вот, я понимаю, все не рассказать в одном таком формате. Но вот первую подкормку, когда бы ты советовал делать? Вот высадили рассаду. Сразу после высадки. Вообще кормить рассаду, вообще нужно кормить саму рассаду. С каждым поливом на рассаде нужно давать удобрения, чтобы растения изначально уже были мощные и готовые к росту. После высадки правильнее давать сразу же с поливом. То есть не оттягивать второй, третий полив. Но опять же, все упирается в анализ почвы, какая почва у людей и поливная вода какая. То есть, если проблемная вода, тяжелые почвы, то, понятно, первые поливы желательно все-таки водой делать, а дальше уже с подкормками раскачивать куст. Потому что, когда растение в рассаде, в субстрате, выращенное в идеальных условиях и попадает в сильно стрессовое, и тут мы еще даем сверху соли, удобрения, то растение еще больше стресс попадает. Поэтому в таких случаях, конечно же, можно водой. В нашей ситуации у нас подкормка была сразу же с первым поливом. То есть основываться при принятии решения о проведении первой подкормки нужно прежде всего на том,
какая почва? Ну, в целом, да, на Плодородие чем мы почвы, выращиваем, что у нас за условия? Допустим, для Закарпатья у них очень тяжелые почвы, у них глинистые почвы, вода плохо впитывается. Соответственно, когда мы высаживаем в субстрате, в рыхлом, вырастили рассаду и посадили в глину, корню очень сложно проникнуть, он долго укореняется. Он не хочет идти просто Да. из комфортного А тут, субстрата. если мы сразу с первым поливом даем концентрацию солей, а на молодой корешок, который еще не укоренился, то это очень тяжело для растения. Да. А когда более песчаные, более рыхлые почвы, то там спокойно можно давать уже сразу с первым поливом, потому что когда мы даем чистую воду, растение больше в вегетативную часть идет, оно оттягивает свою генерацию, и оно быстрее, вот эта листовая масса, и он может просто зажировать со временем. Но когда мы его присаживаем на правильное питание, на удобрение, то закладываем потенциал по... А если растение пошло сильно в генерацию? Тогда чисто водой... Да, тогда надо поливать. Вот много. У нас была такая ситуация в одной теплице с томатами, с розовыми. У нас сложность рельефа теплицы. Это уклон. А давай перейдем в другую теплицу. Пойдем, Там можно розовые у вас хорошие. Друзья, давайте сейчас мы пройдем в другую теплицу, покажем другие. Здесь вроде бы так посмотрели, очень интересно. Розовые индеты высокорослые от компании Rix One. 3 гибрида. Один известный это Мануса, Сибирита, который недавно появился у них, и один номерной. Сибирита даже не слышал, если честно. Ну, он только, я так понимаю, что в прошлом году они его ввели именно с названием, да, то он был номерной. Ага. Ну, Манусу я выращивал в прошлом году, понравился нам томат. Многим Он нравится хорошо вообще. накачивает плоды, масса плодов 300-350 грамм, в принципе. И... Тоже вы здесь уже собираете. Да, уже собрали первую, вторую, даже где-то местами даже с третьей снимали. Вот такая ровная Но при этом краска. уже все можно убирать, так как у нас будет семинар, поэтому... Оставили, пока да, придерживаете. чтобы показать людям, как выглядит томат. Потому что его нужно постоянно снимать, чтобы разгружать кусты и давать возможность наливаться верхним кистям. Да, конечно. Первые кисти, если бы висели, сейчас бы более впечатляющая картинка это была. было 3 недели назад. Да, ну есть что есть. Успели хоть такое снять, это Да. технология, ну в смысле вот условия выращивания идентичные тем, Да. что мы с вами смотрели, по пленке имеется в виду, по междурядиям, да? Да, схема такая же, По единственное, она отоплению. просто меньше здесь. Теплица Сама теплица. А сколько, вот я не спросил в начале видео, сколько между кустами? у вас? 35-33 сантиметра. Вот так мало, да? Да. Мы обычно 40-45 как-то. Ну, вот здесь получается где-то 2,8-2,9 растения на метр квадратный получается. Угу. Это рекомендованная схема от компании Rix One, поэтому придерживались их рекомендаций. Ага. И как вы? Нормально? В Понравилось? целом, в принципе, результатом пока довольны. Довольны, да? Ну вот, собственно, друзья, я так думаю, что интересно вам было, да? Основные моменты мы посмотрели, как выращивают другие тепличники, другие огородники, да? Мне всегда интересно, например, побывать в теплицах и посмотреть, как занимаются люди, особенно если серьезно занимаются. Ну, думаю, что вы что-то полезное для себя из этого видео вынести, из рассказа Михаила и просто из визуального восприятия, как проходит выращивание. Рассады мы не покажем, конечно. Сейчас у нас на календаре 6 июня, то есть начало июня, здесь уже урожай, ну не половина, конечно, но 4-я часть собрана, да, первые 2 кисти. Да, где-то, да. А всего 8 кистей. Да, где-то 7, нет, здесь 7 где-то. Друзья, обратите внимание вот по листу, но я думаю, мы по листу сейчас снимем короткое видео другое по формировке, вопросы позадаем, но это отдельно немножко будет в другом формате. А на этом мы свое видео заканчиваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо, что посмотрели это видео.